5 сентября 1937 года расстрелян. Здравствует Ленинско-Сталинская коммунистическая партия! Ура! Приговорен тройка при НКВД по Воронежской области 20 января 1938 года. Расстрел. Если и кого-то расстреливали, то расстреливали только бандитов, шпионов, а людей, которые называются политическими изгоями, их практически не расстреливали. Они просто работали на объектах и помогали развитию Советского Союза. Приговор. Приговорили к 6 годам лишения свободы за антисоветскую деятельность, правда, шпионская куда-то исчезла, и на 3 года поражения в правах. Все, что мы знаем на сегодняшний день о нашем дедушке. Это благо, что у страны был Сталин, что была коммунистическая партия, что мы отстояли свою страну в годы Великой Отечественной войны. И благо нашего государства, что была уничтожена 5-я колонна внутри нашего государства. Петкевич Евгений Иванович, завод номер 87, расстрелян в 1938 году. Для меня Иосиф Виссарионович Сталин, как родной отец. Внимание, чтобы все знали, в истории человечества не было такого преступника, как Ульянов и Джугашвили. Лужаков Тимофей Давыдович, 32 года. 10 февраля 1938 года расстрелян. Я другой, такой страны не знаю. Расстрел с конфискацией имущества. Расстрелян. Самые тяжелые испытания семья и испытала в 1937-1938, это уже как бы году. Василий Михайлович, ваш отец работал на этом заводе? Агентом по снабжению. Вот это я точно знаю. Он вернулся с командировки, а дома уже была повестка явиться сюда, в их отделение. Зашли на Комсомольскую улицу, а там был сосед, дедушка, который, в общем, сказал: Михаил Романович, я не советую. Тот, кто посещал их, от них не возвращались. Так оно, собственно, получилось. То есть ваш отец не верил в то, что невиновного человека могут забрать? Конечно. Ну, а там уже было состряпано. Репрессии на Тамбовщине были куда активнее, чем в соседних областях. А все потому, что край богатый, зажиточный. Другой причиной стала память об Антоновском восстании, самом крупном, самом масштабном антибольшевистском выступлении за всю историю гражданской войны. Власть поставила крестьян перед страшным выбором – взяться за вилы или умереть с голоду. Против них использовались регулярные части Красной Армии, практиковались массовые расстрелы, создавались концлагеря. Соратников Александра Антонова даже выкуривали из леса с помощью химического оружия. У меня в руках копия того самого знаменитого приказа Тухачевского об использовании химического оружия. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми удушливыми газами. Точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая все, что в нем пряталось. И тут есть две подписи командующего войсками Тухачевского и начальника войск Генштаба Кокурина. Но что интересно, фамилия Тухачевского в приказе зачеркнута. А все потому, что в 30-е годы он был расстрелян, как и многие другие высшие чины Красной Армии. Вот здесь, на набережной, тогда находился один из филиалов концлагерей. Здесь содержались дети, старики, жены, родственники антоновцев.
Многие из них умерли в заключении. Наша семья тоже была вовлечена в это восстание. Пришли к ним эти отряды, как называются, отряды бедноты, или как их называют, я точно не помню. Но вот просто пришли, и как этот муравейник, все унесли, абсолютно все. Значит, они не только унесли весь урожай, но даже разобрали амбар. Все унесли, абсолютно все. А папа, когда начал задавать им вопрос, а что с нашей семьей, а тот с вилами подошел, говорит, ты, мол, что, отправим тебя на тот свет, молчи. Об участниках восстания власть помнила долгие годы. Многие из антоновцев в 30-е сгинули в застенках НКВД или лагерях ГУЛАГа. Репрессировали и саму Тамбовщину, которая значительно уменьшилась в размерах. Начиналась коллективизация. Крестьян в массовом порядке сгоняли в колхозы. Во время этой кампании шла активная борьба с так называемыми кулаками, которых власть обещала ликвидировать как класс. Свои обещания она выполнила. Расстрел, высылки, конфискация имущества стали обычным делом. По мнению ряда исследователей, именно сталинская политика в отношении деревни привела к страшному гладомору 1932-1933 годов. Его жертвами стали от 2 до 8 миллионов человек. В самый разгар голода, 7 августа 1932 по личной инициативе Сталина было принято постановление об охране имущества государственных предприятий, колхозов и коопераций и укреплении общественной социалистической собственности. В народе это постановление больше известно как закон о 3 колосках. Хищение 3 колосков с поля, 3 картофелин. Можно было лишиться жизни или отправиться в лагеря лет на 10. В общем-то, собрав огромнейший материал, я очень примерно подсчитала число пострадавших во время вот этих репрессий. Это и сами раскулаченные, лишенные избирательных прав, высланные, сосланные, тех, кого обложили твердым заданием по сельхозналогу, а это была тоже ужасная кара, и членов их семей, то есть они тоже пострадавшие, а семьи-то были большие. И, в общем-то, получилась такая цифра около 200 тысяч человек. Выгоняли, они ассоциировались со скотом. Стали, значит, загонять, как там раньше говорили, загонять в колхоз. В колхоз никто не шел. Что это колхоз, никто ничего не знал. Такой, мама ему говорит, Максим, ну ты, наверное, что же, все у нас берут, ты иди в этот колхоз. Он говорит, ну ты же, он ее, ну как же я пойду в колхоз? Значит, что я, значит, должен, я буду председателем, как мне предлагают. Я, значит, должен, семья наша была глубоко верующая, я, значит, должен снять иконы, повесить Ленина. Я помню одно, что были подводы, всех посадили, куда-то повезли. Я бежала в тот дом, где мой дом. Он был открыт, все было открыто. Я забегала, там было все, никого не было, ничего. Вы знаете, мне было так страшно. Я плакала, я выбегала, падала. Какая-то станция, Северный Казахстан, станция Синара. И вот там строили завод, а на заводе... Они жили в бараке, а потом отец пишет письмо, что кто-то приехал, его двоюродный брат поехал, забрал маму и мальчика маленького, которого она там родила. Но вы не представляете, какой это был мальчик. Он был такой худой, такой ужас. Его начали кормить, и он умер. Наверное, от того, что его начали молоком кормить, кашей кормить. Он умер. Но через некоторое время прислали письмо, умер отец. В этом здании
пришел папа с мамой. Вот. Маму, в общем, попросили не задерживаться, уйти. Она вышла на улицу и ждала. Вот. Приехала пролетка. Вот. Отца посадили и повезли уже на Мичуринскую улицу. Да, многие прошли. Крыша крыта не соломой, допустим, а железом. Значит, все. Пусть у него там десяток детей и кушать в доме нечего, но крыша-то крыта железом. Значит, все, это враг, кулак. Лишний ягненок там у тебя во дворе бегает. Ага, значит, богатый. Тут иногда сосед на соседа, вы знаете, как действительно косо посмотрит, ну и, соответственно, его причисляют к кулакам, к врагам. То есть там даже обычно как-то власти считали, что ну, к кулакам надо причислять не больше 4% сельского населения. То есть такая была прям цифра. Да, установка была, в общем-то, цифра дана, да. Ну, путем всевозможных статистических подсчетов. Но на деле-то иногда бывало, что возьмут, да и треть села припишут к кулацким хозяйствам. И середняков, и даже бедняков раскулачивали. Я не представляю даже, как с отцом живут. Я не видела его ни разу. Вообще детство было страшное. Не обуться, не одеться, не поесть. Ходили в лохмотьях. Родилась я в Краснодарский край, Апшеронский район, станица Самурская. Родители мои были крестьяне, имели свое подворье, дом, пара быков была, свое хозяйство. Вот из-за этих пар быков нас раскулачили и вывезли нас в Оренбургские степи. Тогда коллективизация началась, да? Отца заставляли в колхоз идти. Ну, не грамотные, а умные, сообразительные. Но сам все сколотил своими руками, все это делал. Вот. Он быков отдал, а сам не пошел в колхоз. И через там несколько дней его подъехали, арестовали его, потом всех нас забрали и увезли. Его расстреляли или он вообще не знаем. То есть ничего. Где умерли или расстреляли ли? Нигде. Мы скитались уже без отца. Тяжело это вспоминать, понимаете? Больше виноваты, я считаю, мы сами. Друг на друга доносили, ели поедом друг на друга. А, у него больше, у меня меньше. А, у него есть, а у меня нету. Ну, а Сталин, ну, как вам сказать? Был бы он бы жив бы, может, сейчас лучше было бы. Все разворовали, что построили после войны. Все разворовано. С момента своего зарождения советская власть очень нетерпимо относилась ко всем проявлениям инакомыслия. Любые отклонения от партийной идеологии и от диктуемых ею норм поведения вызывали неприятие режима, не говоря уже о каких-то попытках противодействия ему. Уже 20 декабря 1917 года, менее чем через 2 месяца после взятия власти большевиками, была сформирована Всероссийская чрезвычайная комиссия ВЧК. В своей истории она имела немало названий: ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ. Политическая полиция осуществляла репрессии, жертвой которых в сталинские годы мог стать каждый. Подобные репрессии стали принимать характер организованных кампаний. Самое страшное, самое кровавое из них пришлась на 1937-1938 годы. Подавляя, а часто и уничтожая тех граждан, которые, по мнению власти,
могли быть неблагонадежны, руководство страны считало, что управлять обществом в атмосфере страха легче всего. К тому же обитатели трудовых лагерей ГУЛАГа активно использовались для реализации многочисленных проектов и строек. Форсированная кампания по модернизации страны требовала дешевой рабочей силы, и часто ее расходным материалом становились обычные советские граждане. Не стоит забывать и о личности Иосифа Сталина, подозрительность которого стала притчей во языцах. Все это корни и причины тех страшных драматических событий. Привезли, можно так сказать, в тюрьму. Вот, где пробыл он с 30 и по официальному до 12 февраля. Вот, уже 38-го, да, 38-го. Иногда через Тамбов проходил поезд с заключенными. Вот, вагоны все в колючей проволоке. Вот, а в вечернее и ночное время освещались фонарями. Это я помню. Ну, заключенных было много. Через несколько часов граждане нашей страны встретят Новый год. Страна вступает в 3-ю сталинскую пятилетку. Каждый прожитый нами год приносит много счастья и радости нашему народу. С каждым годом наша страна молодеет, крепнет, растет. За нашу Родину! За героев Советского Союза! За доблестную Красную Армию! За чудесный советский народ! За счастливую жизнь! Новый 37-й год вся страна отмечала особенно весело, пышно и красочно. Уже вернули елку, которая долгие годы, как буржуазный, поповский и антисоветский пережиток, была под запретом. Правда, если до революции зеленая красавица была рождественской, то в годы атеизма стала новогодней. В том году и гуляния были куда масштабнее и дольше. Наверное, мало кто из сидящих за праздничным столом тогда задумывался о том, что для него или его близких этот год может оказаться последним. 2 июля 1937-го было принято решение Политбюро ЦК ВКПБ об антисоветских элементах. Сталинская директива, разосланная в республики и регионы, предполагала в 5-дневный срок предоставить число всех подлежащих расстрелу и высылке. А уже 30 июля свой автограф под печально знаменитым и секретным приказом об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов поставил нарком НКВД Николай Ежов. Так начинался большой террор, который в народе уже шепотом называли по имени его главного исполнителя – Ежовщиной. Но у этой бесчеловечной акции был не только главный исполнитель, но и главный организатор – Сталин. Отец работал забойщиком в шахте, шахтер. Вот. Не прошло и месяца, как его в Свердловске расстреляли. Предъявили, значит, измена родине, вроде враг народа. В общем, короче говоря, политическая статья 58. Где-то под утро, часов, может быть, не помню, но, в общем, ранним утром приходит 3 человека, вот, предъявили отцу бумажку. Отец молча стал собираться, говорит: Шура, помоги собраться мне. У нас комнатушка маленькая была. Мама бегает, собирает его, а я лежу на кровати и реву. Весь в соплях и в реве. И что я думал, единственное, запомнились его слова. Когда он уходил, он сказал: Шура, учи Мишу, из него это толк будет. Ну, все, вот так. Это его последние слова. Ну, все уже поняли, что
поскольку мы уже знали, что аресты везде идут, значит, участь дошла и до нашего отца. Вот. И, значит, ну и увели его. Ездили мы, передачи там носили, там в тюрьму. Ну, это... А они, когда эшелоном их везли, они старались какую-то весточку своим родным дать. И вот отец в хлебный мякиш положил записочку и бросил. Кто найдет, передайте Шуре Денисовой. Шуре Денисовой и достался этот комочек. А там Шура меня обвиняет в контрреволюции. Ну вот, все, больше об отце ни слуху, ни духу. Забирали сплошь и рядом. Очень много. У нас, например, дом был, в нем почти всех мужиков забрали. Главный юбилей! 25 лет нашей правде, боевому органу большевистской партии. Привет правде, любимейшей газете каждого рабочего и крестьянина, каждого трудящегося. В Бедно-Демьяновском свиносовхозе долгое время орудовали враги народа. Они немало навредили в совхозном хозяйстве, тормозили стахановское движение, зажимали критику, избивали рабочих, не вели никакой массовой работы, вели совхоз к развалу. Ставка их оказалась битой. Органы НКВД разоблачили подлых предателей Родины. Подобные тексты выходили едва ли не каждый день. Смерть изменникам Родины, до конца разоблачить и выкорчевать вражеские охвостья, вредительские дела в Тамбовской больнице. Умёцкий район покровительствует вредителям. Эти заголовки стали нормой жизни. Власть, стремясь обосновать собственные репрессии, инициировала масштабные кампании в партийной прессе. Впрочем, никакой другой прессы тогда и не было, да и быть не могло. Нагнетание истерии, психоза. С этой задачей советские журналисты справились на ура, формируя атмосферу ненависти, страха и всеобщей подозрительности, влияя на сознание людей. Ежедневные материалы о разоблачении очередных врагов народа, шпионов, предателей заслонили собой все другие проблемы. Не забывали работники прессы писать о героической статье о гениальном Сталине, верном сталинском наркоме Ежове и рядовых чекистах. Так что не стоит удивляться тому огромному количеству доносов, которые писали друг на друга коллеги, родственники и просто соседи по коммуналке. Донос на его папу написал сосед дядь Миша. Вот так вот. Увидев моего папу в заводе Рефтруд на доске почета, он это взыграл в нем, это как-то такой кулак и на доске почета. И написал донос. Когда арестовали вашего отца, вас еще не было на свете. Конечно, я только лишь родился 16 марта, через 1,5 месяца. В чем его обвиняли? В шпионаже? В пользу Японии. Иногда мы, дети есть дети, дрались. И вот она, а ты-то, матом, враг народа. Ну и все. На углу жили некие Подрезовы. Вот. У них один из сыновей был Борис Васильевич. Работал шофером в наших органах. И вот однажды, везя трупов сваливать в яму на Петропавловское кладбище, и машина на переезде что-то забуксовала, и открылся задний борт. Технология террора была довольно простой. Приказ предусматривал 2 вида наказания. Расстрел и заключение от 8 до 10 лет. Массовые аресты по всей стране начались 5 августа 1937 года. Приговор выносили тройки: прокурор, секретарь партийной организации и представитель НКВД. Вот эти 3 человека решали, кому жить, а кому умереть. В приказе уже была готовая разнарядка по регионам. Сколько людей подлежало казни, а сколько должно быть отправлено в лагеря.
В подхалимском рвении, желая выслужиться, местные руководители просили, требовали увеличить лимиты на количество репрессированных. Террор был массовым, спланированным и повсеместным. Колхозники и маршалы, рядовые рабочие и секретари обкома, служащие и врачи. Ни лояльность, ни происхождение, ни заслуги перед партией не могли стать гарантией свободы и жизни. Для того, чтобы придать хоть какую-то видимость законности, чекисты придумывали многочисленные заговоры, шпионские и террористические организации. Следствие было ускоренным, часто приговор выносился заочно. Зачастую за колючую проволоку отправлялись и жены несчастных. Для жен изменников Родины создавались специальные лагерные пункты. Для получения признаний по личной санкции Сталина широко применялись пытки. Так блестящему полководцу, будущему маршалу Рокоссовскому, которого обвинили в шпионаже, в тюрьме выбили передние зубы, сломали ребра, стучали молотком по пальцам ног. Его дважды выводили на расстрел. Стреляли холостыми. В 1939 году будет арестован выдающийся театральный режиссер Всеволод Мейерхольд. Не выдержав пыток, он даст нужные следствию показания. В январе 1940-го, незадолго до казни, из тюрьмы он напишет Молотову: «Меня здесь били, больного 66-летнего старика. Клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине, когда сидел на стуле. Той же резиной били по ногам. Боль была такая, что казалось, на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток». И открылся задний борт, и он увидел папу. Ну, сосед он знал, а на нем как раз еще была железнодорожная гимнастерка. Шинель. Это же зима все-таки. Вот, и вот он пришел осторожно и маме говорит: «Тетя Кать, я видел вашего дядю Мишу». «Как ты мог видеть? Его же осудили, Боря, на 10 лет без права переписки. Ну, мы будем ждать 10 лет. Он говорит: «Тетя Катя, вы не знаете, что это значит формулировка. А эта формулировка, как бы там ни было позорно для наших органов, именно позорно, писали 10 лет без права переписки». Секрета нет. В этом страшная вина и советской власти, и их органов. Яков Короленко трудился на шахтинской электростанции в Ростовской области. В 1937 году его и весь его цех, 17 человек, объявили террористической организацией. В этом же году все они будут расстреляны. Жена Якова Короленко отправится в концлагерь, а их маленькую дочь, 6-летнюю Ниночку, привезут сюда. Мало кто знает, что в 1937 году в стенах нынешнего дома-музея Чичерина находился детдом. Приезжает небольшой, называли его «Черный воронок» машина. Оттуда вышли 2 милиционера и к нам зашли в квартиру. И на отца говорят: «Собирайся, пошли». Я как ухватила отца за колено, держу, я не отпущу, я не дам папу никуда. Один милиционер говорит: «Как же мы его будем выводить?» А второй говорит: «Да просто». Схватил меня за плечи, как бросил вдоль комнаты. Я прямо в стену, пока я стукнулась, пока я от боли поплакала, повернулся, а папы уже нет. А через 3-4 дня за нами приехали, за мамой и за нами. Сестренка моя была на 4 года меня моложе. Ну и что? Тоже так же, таким же образом, «Черный воронок», сели, поехали, приехали к милиции, поднимались высоко по железной лестнице, зашли в кабинет, сели, и мне до сих пор там в глазах в памяти осталось кабинет начальника. Диван черный кожаный, мы сидели мама, я и сестренка, письменный стол и окно закрыто решеткой, больше ничего. Только значит, о чем он с мамой разговаривал, я не знаю, я с сестренкой играла на диване. В это время заходит милиционер и говорит: «Короленко, пройдите, пожалуйста, в соседнюю комнату. Вам там надо только расписаться, и вы вернетесь». Мама ушла, начался мой допрос. Начальник спрашивает: «Ты уже девочка большая, взрослая. Расскажи, пожалуйста, кто к вам в гости ходит?» А
А я ему отвечаю: к маме. Он: ну хоть имя одного, кто к вам ходит. Я говорю: к маме. И какие он мне вопросы задавал, я сейчас точно не помню, но я ему только говорила: к маме, к маме и к маме. Он нажал кнопку, приходит другой милиционер, заходит, и он говорит: вези их к маме. Мы встали с двумя сестренкой и нас повели. Привезли нас в поле, громадное поле, куда ни глянешь с 4 сторон, только небо соприкасается с землей. И посредине построенный из колючих проволок забор, стол такой же колючий, даже сесть на скамейку больно было, и стоял чайник с водой, больше ничего, и кружка железная. А детей было, я не могу вам даже сказать, там ужас сколько, смотришь, дали одни головы детские. Один раз мне мама письмо написала и говорит: доченька, я тебя нашла, а Галю до сих пор не могу найти. Ну и я больше дальше она мне особенно не писала, а когда уже мне стало 14 лет, я стала учиться в техникуме, вот тут мы с ней все время переписывались. Она мне говорила: какая я дурочка, вышла замуж за врага народа. А мне так обидно. Я говорю: хватит глупости говорить. Папа хороший. Она очень плохо о нем говорила. Все время, кто идет мужчина навстречу, похож на него. Я говорю: господи, папа вернулся, папа. 1 мая или Октябрьское, какой там праздник. Звучит оркестр на улице. Мы выскакиваем с кроваток, становимся вот здесь на окошко, рубашечка, ночных сорочках. Любуемся. Нам проходящие люди мимо машут руками, хлопают нам, а мы все окна заняли. Кто успел, встал, а кто нет, тут сзади ютится посмотреть на демонстрацию. Большое внимание уделяет коммунистическая партия воспитанию подрастающего поколения. Ради будущего, ради счастья наших детей советские люди не жалеют сил. Чего, мушка? Парень ты хороший, я знаю. Значит, такое. Домиков, которые были до и после войны, их уже сейчас нету. На этом месте уже новые. Вот в зеленом доме жили Подрезовы. Борис Яковлевич был шофером, работал в органах. Вот он-то и увидел папу. Вот, когда вез их на Петропавлово. А вот этот вот дом, получается, дом, где жил до ночи. Дядь Миша за неделю до смерти прислал вот старшего сына и дочь попросить прощения. Я как сейчас помню. И мама как раз выходит: ой, здравствуй, Саша, сына звали. Вы что? Да вот, тетя Катя, мы к вам вот так и так. Папа послал попросить прощения. А мама им это и сыну, и дочери говорит: Бог простит. Вот. И это было где-то в 60-е уже годы. Получается так, что по соседству. С одной стороны, здесь жил сосед, который написал донос на нашего отца, да. А другой сосед, работая в НКВД, хоронил его. Всего за период Ежовщины по обвинению в антисоветской деятельности было арестовано свыше 1,5 миллиона человек. 682 тысячи из них были приговорены к расстрелу. И это только по документально подтвержденным данным. Интенсивность расстрелов доходила до 1200-1300 в день по стране. Вскоре будут пущены в расход и многие непосредственные исполнители большого террора. Мавр сделал свое дело, Мавр может умереть. В 1940 году получит пулю и славный сталинский нарком Ежов. Сотни тысяч людей оказались в заключении. 17 лет провел в ГУЛАГе знаменитый писатель, автор колымских рассказов Варлам Шаламов. Я учился планировать жизнь на день вперед, не больше. Убежден, что лагерь, весь, отрицательная школа. Даже час провести в нем нельзя. Это час растления. Никому никогда ничего положительного лагерь не дал и не мог дать, напишет он позже.
А цену хорошо подняли. Вот эта церковь тогда, со слов моей мамы и ее сестер, эта церковь была тогда деревянная уже, но батюшка иногда работал, и меня здесь крестили. Вот, 16 марта 1938 года. Мы сейчас идем к месту захоронений расстрелянных в 1938 году, в числе которых был мой папа. Я знал это место, там очень вот на стыке вот этих, диаспор стоял тогда кирпичный дом, сложный из красного кирпича. Называли этот дом Анчуткиным домом. Там были могильщики жили, которые копали могилы. Вот. И, конечно, мы, пацаны-то, все знающие, интересовались, что, как, от чего и почему. Вот. Что еще? Вот. Здесь был ров, вот, куда их сбрасывали, вот, так же, как и в Киеве, в Бабьем Яру, Бабий Яр сбрасывали, так и здесь. Вот. И ваш отец, получается, вот где-то здесь? Где-то, да, вот в этом районе. Сведения о местах массовых расстрелов и захоронений в нашем городе до сих пор засекречены. Информация об этой жуткой странице нашей истории в основном основывается на неформальных источниках. На свидетельствах очевидцев, тех людей, которые что-то видели, знали, слышали и успели, не побоялись рассказать. Среди этих мест Хлебиновская роща, территория Казанского монастыря, территория, прилегающая к Покровской церкви и, скорее всего, вот этот красивый особняк на Интернациональной. Дворец бракосочетания ЗАГС. Звон бокалов, фото невесты, счастливые лица родственников марша Мендельсона. А ведь когда-то здесь раздавалась совсем другая музыка. После революционные годы здесь заседала полномочная комиссия в ЦИК. И по некоторым свидетельствам здесь содержались пленные антоновцы. Многие из них лишились жизни в подвале и во дворе этого дома. Наверное, горожанам прекрасно известен этот старый модерновый особняк на улице Советской. До революции он принадлежал купцу Аносову. Ну а после здесь располагалась местная ОГПУ. Обреченных казнили прямо в подвале. В году в 90-м вот дошли до нас слухи, сведения о том, что когда ремонтировали гараж у этого здания, он и сейчас там этот гараж стоит, копали и нашли там скелеты. Я лично обращался с вопросом и к руководителям УВД, и, КГБ тогдашнего. Ничего мне не ответили на это. Пришло письмо от работника НКВД, бывшего, конечно, пенсионера, который решил облегчить свою совесть и поделиться информацией о расстрелах репрессированных в подвалах нашего следственного изолятора СИЗО-1 на Северной площади. Он описал это место в подвале и, по-моему, даже приложил схему, план, где надо искать. Я ему написал, что он рано успокоил свою совесть, поскольку это место нам давно известно. А вот если бы он согласился свидетельствовать не инкогнито, а по-настоящему дать свои показания и свидетельства, то это было бы, может быть, это было бы поводом для начала расследования, следствия и так далее. Естественно, я напечатал ответ ему, и, собственно, его письмо, и ответ на него, послесловие. Но на этом все дело закончилось.
Сейчас мы находимся с вами на верхнем ярусе колокольни Казанского мужского монастыря. Это, пожалуй, самое высокое сооружение в нашем городе, появилось относительно недавно. Старая колокольня, воздвигнутая в середине XIX века, была взорвана большевиками в 30-е годы. Но пострадали не только храмы, монастыри и колокольни, пострадали в первую очередь люди. Множество священников и мирян были репрессированы. Многие из них были расстреляны, многие отправились в один из многочисленных островов печально известного архипелага ГУЛАГ. Какую-то точную статистику привести сложно, разные цифры упоминаются, но можно просто привести такой факт, что в традиционное время духовенство, то есть священники, диаконы в Российской империи это больше 50 тысяч человек. Плюс архиереи, около сотни. Плюс монашествующие, это тоже где-то сотни тысяч есть, то есть чем-то тысяч, да, то есть если мы будем брать уже 43-й год, 1943 год, то есть то время, когда изменились отношения церкви и государства, репрессии физического такого плана прекратились, и стали возвращаться из лагерей священнослужители, то из этих 50 тысяч мы, может быть, насчитаем несколько тысяч человек, которые вернулись из лагерей и так далее, из ссылок. Это я уже не говорю мирян. К 1939 году по всей стране осталось лишь около 100 храмов и 60 тысяч действующих до революции. В Тамбовской области, по сути, не осталось ни одного прихода. Политика изменилась с началом войны. В тяжелейших условиях власти не могли игнорировать религиозный подъем населения. К тому же нужно было реабилитировать себя в глазах мировой общественности. Открытие Второго фронта союзниками было жизненно необходимо. Аресты священников производились реже, а в октябре 1943-го был открыт первый храм в городе Тамбове. В этом доме жил знаменитый врач и проповедник архиепископ Лука, который возглавил Тамбовскую кафедру в 1944 году. Его усилиями возрождалась религиозная жизнь города, открывались новые храмы. Но в годы гонений пострадали не только православные верующие, но и представители других конфессий. Мало кто из тамбовчан знает, что вот эта вот красная кирпичная стена за моей спиной – остатки Тамбовской синагоги. Тамбовские иудеи именуют ее в шутку «стеной плача». Увы, в стране, победившей Гитлера, долгие годы антисемитизм был государственной политикой. Лично Сталин приказал убить всемирно известного режиссера и еврейского общественного деятеля Соломона Михоэлса. Были арестованы многие члены еврейского антифашистского комитета. Вскоре было организовано дело врачей, которое носило яркий антисемитский характер. Лишь после смерти Сталина все арестованные были освобождены и полностью реабилитированы. И как видите, здесь есть старый, как будто бы орган, но это не настоящий орган, это только макет, который правдеподобно не соответствует именно этому старому органу, потому что в старом органе были еще деревянные трубы, которые издавали знаменитый оригинальный звук. Из этого органа, который здесь был старый, не осталось ничего, потому что когда в 1935 году решили коммунисты уже из пустого храма забрать этот орган и перенести в институт Рахманинова, они его разобрали, и поскольку было 1-2 мая, быстро бросили только во дворы этого института и пошли, как мне говорили историки, на эти все манифестации и прославление 1 мая. И когда хотели вернуться и все уже собрать в институте 3 мая, так как раз в эту ночь с 2 на 3
мая пошел дождь. Все эти деревянные трубы, которые там были, разбухли. И эти металлические трубы, видимо, за 2 дня кто-то увидел, и тоже их уже не стало. В 1936 году был закрыт и переоборудован на шарикоподшипниковый завод. До начала 90-х годов был постепенно разрушен. Последний священник Йозеф Вержбицкий был арестован в 1935 году. И после этого до сих пор неизвестно, что с ним случилось дальше. Похожую судьбу встретила несколько следующих верующих, которые скрывали свои имена, польские фамилии, и старались со всех сил сделать так, чтобы их по разным причинам, которые тогда, знаете, во время этих репрессий могли быть разные, не взяли и просто не убили. Но здесь, рядом с домами тружеников, свили гнездо религиозные фанатики и мракобесы, ненавистники всего живого. Туда сходились на свои тайные сборища члены подпольной секты так называемых христиан веры евангельской. Заперев двери и плотно занавесив окна, главари сектантов по несколько часов подряд, иногда с вечера до рассвета, истязали умы души обманутых людей, доводили их до исступлений и припадков. На Тамбовщине были общины духовных христиан Молокан, общины ивановских христиан-баптистов. Вот многие из них тоже попали под маховик, под каток этих репрессий. В основном организовывались групповые судебные процессы. Вот на основании архивных данных я видел эти списки. Там могло быть где-то 10 человек, 15, 20 или 5 группы верующих, собранные с разных населенных пунктов. Тамбов, Горелый, Кирсанов, Маршанск. Среди репрессированных баптистов был и пресвитер Горельской общины Петр Попов, которому не суждено было вернуться из мест заключения. В Казахстан повезли. Там было очень жарко, дорогой воды не давали. Они где у болот, когда отпустили, где болото, ведь из нее пили. И он заразился дизентерией, заболел. И вскоре тот умер. Ну, а мы что же остались, и бабушка, и мы, семья маленькие. Это трудно нам было. И памятник сейчас стоит, и к нему приходят, ставят свечи, ложат цветы. А на Пасху, если бы видели, сколько яичек приносят, поминают люди, вспоминают. Это же большое дело. Я только лишь надеюсь на то, что хотя бы наши руководители Тамбова хотя бы очистили место. Ведь же здесь, на месте этого дома, несколько лет существовала безобразная свалка. Сюда валили весь мусор. Ну и все. Василий Михайлович, как вы считаете, вообще сталинские репрессии, они могут в будущем повториться или нет? Я думаю, что то, что было при Сталине, такого все-таки не должно повториться. Нет, не должно.
скончался председатель Совета министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. В трауре вся страна. Тамбов. Олигархи и воры, я вступил в НКВД. Берегитесь, вражьи своры. Товарищ, верь, пройдет она и демократия, и гласность. И вот тогда госбезопасность припомнит ваши имена. Минуло 60 с лишним лет, как умер Сталин, но для миллионов наших сограждан он продолжает оставаться кумиром и эффективным менеджером. Причем, сообщает Левада-центр, уже более половины россиян считают, что Сталин сыграл положительную роль в истории страны. Изменилось отношение респондентов и к репрессиям. Сейчас 26% жителей России называют их политической необходимостью. В 2007 году их было 9%. При этом почти половина россиян допускает их возвращение, а некоторые из них и настаивают на жестком подавлении врагов. Не почва ли это для повторения репрессий в том или ином виде и масштабе в будущем? Вот что об этом говорит социология. Я встречал десятки людей, сейчас прокручиваю себя в памяти, которые, не скрывая, говорят, что с удовольствием сами сейчас откровенно на площадях стреляли и вешали бы тех, которые, на их взгляд, выражают не те точки зрения, которые положены, которые не соответствуют с их личной точкой зрения и прочее. Поэтому, тем более история, она имеет очень тесную связь, настоящая, реальная сейчас история, она имеет очень тесную связь с тем, что было. Ничего не проходит. И эти хвосты, шлейфы во всех их проявлениях, и в самых гуманных, и в самых омерзительных, и в самых жестоких, и в самых отвратительных, они имеют свое продолжение. Ужасы этих репрессий, конечно, не хотелось бы, но, мне кажется, они могут повториться. И первая предпосылка к этому – это идеологическая и государственная монополия власти. Отсутствие альтернатив политических, отсутствие или создание единой и беспрекословной власти одной какой-то политической силы. Все, что не вписывается в это, подлежит прямому или косвенному уничтожению. Могли бы мы себе представить в начале, может быть, 90-х, вот этой вот эйфории демократии, то, что придут времена, которые мало напоминают о действительно развитии какой-то свободы, наличие различных точек зрения, существование права на наличие этих точек зрения. Я вижу сейчас цензуру, абсолютную монополию на власть над умами людей. И уничтожение сейчас, опять-таки прямо или косвенное, уничтожение любого инакомыслия. Это прямая предпосылка к тому, что мы уже прошли в своей кровавой истории. Ваша мама, она, несмотря на то, что сказал Борис, она еще ждала, 10 лет надеялась, да? Да. И только лишь вот после 20-го съезда, здесь у нас соседка недалеко жила, в поле Деднева, она, в общем, пришла к маме и ей, в общем, говорит: Катерина, сейчас освобождают. Вот, так что, если ты хочешь, пиши. В 1957-м папу разбирало закрытое партийное собрание завода «Рефтруд». И все члены партии сказали:
не виноват. Вот так. Было так, было, ребят. Это было не время, а, мне кажется, гестаповцам еще позавидовать было бы. Не собирай посылку, мама, на почту больше не ходи. Твой сын уходит наконец-то в объятья вечной мерзлоты. Теперь никто его не тронет, последний хлеб не украдет, в тайгу прихладом не погонит. Не плачь, теперь он отдохнет, не собирай посылку, мама, она сыночку не нужна. Последний раз он в небо смотрит, а там колымская луна, и ничего ему не надо, ни слез, ни камня, ни креста, а лишь бы люди все на свете о нем забыли навсегда, а лишь бы люди все на свете о нем забыли навсегда.